Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие милые аппликации. Они у меня объемные, внутри синтепон. В рожке синтепон не добавляла. Покажу, как вязать вот такую аппликацию. Вяжутся они одинаково, за исключением только вот, что в этой аппликации у меня глазки вот такие вот на выпучку. И вот эта часть пришивается. Здесь в этой аппликации не пришивается ничего, все вязывается в процессе, все детали. То есть пришить надо будет только саму аппликацию. Здесь пришиваем глазки. Здесь есть носик, здесь нет. В общем, в этом только и различия будут. Аппликация объемная. Вот так вот она выглядит. Очень даже симпатичная. Пряжа у меня сапфир. Крючок 1,6 миллиметров. Пряжа у меня 100 грамм на 250 метров, 45% шерсти, 55% акрила. Варежки я тоже вязала сама. В следующем видео я покажу, как связать варежку. Если кому-то пригодится, пожалуйста, готовьте ниточки. Это у меня Мохер Классик от Ализе. В 2 сложения. Очень толстая такая варежка получается, хорошая. И на манжет я тоже использовала пряжу сапфир в 2 сложения. Глазки у меня здесь пуговки, я их пришивала. Здесь глазки на безопасном креплении, потому что все это стирается. И здесь клеить, конечно, не рекомендую. Еще, конечно же, надо такие варежки стирать вручную, не использовать машинную стирку и сильно не скручивать, когда будете отжимать, потому что может деформироваться полотно. Как бы вот все рекомендации. Вяжем. Вязание начинаем с рожек. Нитью более темного цвета в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем маркировочную нить. Петель подъема мы не делаем, вяжем все время по кругу. Ниточка нам помогает понять, где у нас ряд закончился, где начинается следующий. Вяжем второй ряд, делаем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Перекидываем маркировочную ниточку. Третий ряд, столбик, убавка, повторяем 4 раза. Четвертый ряд провязываем без изменений 8 столбиков по кругу. Теперь маркировочную ниточку надо уже убрать, сложить пополам. Вот петля у меня с правой стороны. Складываем деталь пополам и провязать сразу за обе стенки, за обе части 3 столбика. 1, 2, 3. Делаем воздушную фиксирующую петлю. Ниточку обрезаем сантиметра, наверное, на 2, чтобы потом в работе она у нас нигде не выскочила. Обрезаем. И вот этот хвостик, который у нас был от начала ряда, прячем туда вовнутрь детали. Вот. Лишнее обрезать. Этот хвост, который был сейчас в работе, не обрезаем. Вот у нас длинный такой. Это вот такая у нас одна деталь. Вяжем следующую деталь. Также в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем маркировочную нить. Вяжем второй ряд, 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд провязываем 12 столбиков по кругу без изменений. Четвертый ряд, столбик, убавка, повторяем 4 раза. Пятый ряд провязываем 8 столбиков по кругу без изменений. Шестой ряд, 6 столбиков.
Убавка. 2 столбика провязываем вместе одной петлей. У нас в кругу сейчас 7 петель, и нужно провязать 3 ряда, 7, 8 и 9 без изменений, по 7 столбиков в каждом ряду. 10 ряд 2 столбика. Теперь беру вот эту маленькую деталь, которую первую вязали, и у нас здесь 3 петли. Нужно эти 3 петли со следующими 3 петлями основной детали провязать вместе. Петля у меня на крючке. Ввожу крючок в первую петлю справа. Нахожу здесь следующую петлю на основной детали. Ввожу крючок в нее. И провязываю эти 2 петли вместе одной петлей. Раз. Следующие петли. Сначала от маленькой детали вот ввела крючок, потом в петлю следующую основной детали и снова провязываю 2 вместе. И вот крайняя третья. Тоже провязываю их вместе со следующей петлей основной детали. 3. Вот, ввязала. И здесь у нас до конца ряда, до маркера, 2 петли от основной детали. Тоже их провязываем. Теперь этот вот хвост, который от маленькой детали, мы его заправим сразу вовнутрь, чтобы он нам не мешался. Возвращаемся в петлю. И следующие 2 ряда, 11 и 12, просто провязываем по кругу 7 столбиков в каждом ряду. В конце 12 ряда провязываем одну дополнительную петлю. Маркер убираем. Складываем деталь пополам, так же как мелкую часть провязывали защипом. Провязываем за обе стенки детали 2 столбика. Раз и 2 в край. Делаем воздушную фиксирующую петлю, ниточку обрезаем. Этот вот хвост прячем вовнутрь, который от наборного ряда у нас был. Получился вот такой рог. Таких рожков надо связать 2 штучки одинаковых. Вяжем ушки. Ушки также будем вязать по кругу. Ниточкой основного цвета в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем маркировочную ниточку. И следующий ряд, второй, тоже вяжем 6 столбиков. У нас этот ряд будет немножечко выворачивать. Ничего страшного, вяжем его на себя, потом поправим. Вот его вывернула сюда. Просто его туда-назад верну. Потому что ушки мы вяжем на лицевую сторону. Вот, возвращаюсь в петлю. Третий ряд, столбик прибавка, повторить 3 раза. Четвертый ряд, 9 столбиков провязываем по кругу без изменений. Пятый ряд, 2 столбика прибавка, повторяем 3 раза. Шестой ряд, вяжем 12 столбиков по кругу без изменений. Седьмой ряд, 2 столбика убавка, повторяем 3 раза. Восьмой ряд, вяжем 9 столбиков по кругу без изменений. Убираем маркировочную ниточку,
Складываем деталь пополам и провязываем за обе стенки 4 столбика. Защипывая деталь. Воздушная фиксирующая. Ниточку обрезаем. Хвост от начала ряда, который у нас был, прячем вовнутрь детали. Если весь не поместился, лишнее обрезаем. И вяжем еще одно такое же ушко. Вяжем голову. У меня нить розового цвета. Начинаем с носа. Делаем 7 воздушных петель. Прокладываем маркировочную ниточку. Будем теперь вязать по кругу этой цепочки. Во вторую от крючка вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 в одну петлю. Дальше по цепочке 4 столбика. В крайнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 в одну петлю. По обратной стороне цепочки провязываем 4 столбика. Ряд у нас окончен. Второй ряд. 3 прибавки. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. 1, 2, первая прибавка в одну петлю. 1, 2, вторая прибавка в одну петлю. И 1, 2, третья прибавка в третью петлю. 4 столбика. 3 прибавки. 1, 2 в одну петлю. 1, 2 во вторую петлю и 1, 2 в третью петлю. И до конца ряда 4 столбика. Ряд у нас окончен. Третий ряд. Прибавка столбик. Повторить 3 раза. Прибавка 1, 2 в одну петлю, столбик. 1 раз провязали. Прибавка 1, 2 в одну петлю, столбик. Второй раз провязали. Прибавка, столбик. Провязали третий раз. 4 столбика. Теперь столбик, прибавка нужно повторить 3 раза. Столбик, прибавка 1, столбик, прибавка 2, столбик, прибавка 3 и 4 столбика до конца ряда. Четвертый ряд. 2 столбика прибавка, повторяем 3 раза. 4 столбика, прибавка 2 столбика, повторить 3 раза. И до конца ряда 4 столбика. В кругу у нас 32 петли, и нужно провязать 5 и 6 ряд по кругу без изменений. В каждом ряду по 32 столбика. 7 ряд. 1 столбик, 3 убавки, 3 раза провязываем по 2 вместе. Пять столбиков. 2 убавки, 1, 2 вместе и 2, 2 вместе. 5 столбиков,
3 убавки. 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 3, 2 вместе, 5 столбиков. Ряд у нас окончен. Делаем воздушную фиксирующую петлю и ниточку обрезаем. Розовая пряжа нам больше не понадобится. И маркер мы тоже отсюда убираем. Теперь берем нить основного цвета. И будем ее фиксировать в 8-ю петлю от хвостика. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она, 8-я у меня петля. В нее я набираю нитку основного цвета. Провязываю 1 столбик, его я не считаю, это просто для закрепления нити. У нас 8-й ряд, провязываем, начиная с этой же самой петли, по кругу 24 столбика. Прокладываем маркировочную ниточку. У нас 9-й ряд, вяжем 3 столбика прибавка, повторяем 6 раз. 10-й ряд, 4 столбика прибавка, повторяем 6 раз. Теперь мы будем вязать поворотными рядами. У нас 11-й ряд, провязываем 19 столбиков. Воздушная петля, поворот, 12-й ряд, убавка, 2 петли провязываем вместе, 14 столбиков. Убавка, 2 петли провязываем вместе, воздушная петля, поворот. Вот этот маркер можно отсюда уже убрать, чтобы нам не мешался. Он здесь нам не понадобится. У нас 13-й ряд, мы провязываем 16 столбиков. Воздушная петля, поворот, 14-й ряд, убавка, 2 петли провязали вместе, 12 столбиков. Убавка, 2 петли провязываем вместе, воздушная петля, поворот, 15 ряд, провязываем 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, 16 ряд, убавка, 2 петли провязываем вместе, 10 столбиков. Убавка, воздушная петля, поворот. 17 ряд, 12 столбиков. Теперь мы будем вязать по кругу, прокладываем маркировочную ниточку. У нас 18 ряд, и нам нужно провязать по вот этому скосу до вот этих вот, до косички, до открытых петель, 7 столбиков. Будем провязывать, начиная с этой же самой петли, которая вот у нас закончился предыдущий ряд. В нее же это у нас будет 1. Теперь провязываем между рядами 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот сюда в косе. Это вот у нас провязанная петля 7. Вот сюда. Так. Теперь дальше уже по косичке вяжем 18 столбиков. Снова по скосу нам нужно провязать. Только теперь уже провязываем 6 столбиков и прибавку, не заходя вот на эти открытые петли. Это нам нужно уложить вот сюда, вот по этому скосу. Начинаем провязывать 6 столбиков. 1, между рядами 2, 3, 4, 5, 6. И вот сюда делаем прибавочку. 1, 2. Теперь вяжем по косичке, уже по открытым петлям. У нас их здесь 12 петель. Провязываем 12 столбиков. 19 ряд, 1 столбик. Берем ушко,
Здесь у нас 4 петли, нужно провязать вместе с главной деталью 4 столбика вместе. Провязываем ухо и основную деталь. 1, 2, 3 и 4. Точно так же, как мы вплетали рога. Дальше вяжем 1 столбик. Теперь нужно повторить прибавка 4 столбика 4 раза. Прибавка 4 столбика. Прибавка 1 столбик. Берем второе ухо и точно так же 4 петли эти и 4 петли следующей детали провязываем вместе. Раз, 2, 3, 4. Вплели. 2 столбика. Теперь будем вплетать рога. У нас здесь 2 петли, помните. У меня рожки, вот эти вот мелкие детали, они отвернутые от носика по обеим сторонам. Если вам нравится больше так, ну, значит, надо прикладывать иначе, чтобы вот эти вот шарики оказались внутри. У меня они вот так развернуты. Теперь мне нужно 2 петли этих связать с 2 петлями основной детали. 1, 2. Ввязала. 7 столбиков. Беру второй рог. Смотрю, вот у меня отвернуто, чтобы правильно провязать. Теперь следующие 2 петли головы и 2 петли от рожка тоже связать их вместе, вплетая в одну деталь. 1, 2. И ряд у нас окончен. Следующий ряд у нас 20. Вяжем 15 столбиков. Теперь я временно отложу эту петлю, подлиннее ее вот так вытянула, и буду вязать грудку. Она у меня белого цвета, поэтому я беру ниточку беленькую, в следующую петлю фиксирую 1 столбиком нить. Эту петлю я не считаю и буду провязывать, начиная с этой же самой петли, 8 столбиков. Воздушная петля, поворот. Я буду считать, что следующий у меня будет 21 ряд. Хотя это все один такой, ну пусть будет 21. Прибавка. 1, 2 в одну петлю, 6 столбиков. В крайнюю петлю делаем прибавку. 1, 2 в одну петлю. Воздушная петля, поворот, 22 ряд, прибавка. 1, 2 в одну петлю, 8 столбиков. Прибавка. 1, 2 в одну петлю, воздушная петля, поворот, 23 ряд, прибавка. 10 столбиков. И прибавка. 1, 2 в одну петлю, воздушная петля, поворот. Сейчас у нас в ряду 14 петель, и нужно провязать
3 ряда, 24, 25 и 26, по 14 петель в ряду. Каждый ряд воздушная петля перед поворотом. 27 ряд убавка, 10 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 28 ряд убавка, 8 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 29 ряд убавка, 6 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 30 ряд убавка, 4 столбика, убавка, воздушная петля, поворот, 31 ряд убавка, 2 столбика, убавка, воздушная петля, поворот, 32 ряд, 2 убавки, фиксирующая воздушная петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в отложенную петлю. Теперь по вот этому краю округлому до вот этих вот 2 петель косички нам нужно провязать 13 столбиков. Провязываем между рядами до вот этих вот 2 петелек. 13 столбиков. Провязываем вот эти вот 2 петли, которые у нас очевидные. И снова вот здесь вот до этих вот открытых петель тоже надо провязать 13 столбиков, вплетая вот этот вот хвостик уже вовнутрь вот этой вот детали, вплетая его, прихватывая, чтобы не болтался. Если у вас не получается по 13, допустим, ну вот укладывается 14 или больше, это вообще не критично. Делайте как получается. Главное запомнить, что если вы делаете, допустим, аппликацию на варежке, чтобы у вас вторая работа вот так же была. Если у вас здесь по 14 уложилось с 2 сторон, значит вторую будете вязать тоже по 14 укладывайте, чтобы были одинаковые аппликации, если это у вас понадобятся двойные на варежке или на носочке. Так, вот я провязала 13, и теперь до маркера провязываем. Вот у нас маркер где, да, помним, за рожком с левой стороны. По серой части надо провязать 27 столбиков. Делаем соединительный столбик. Вытягиваем ниточку длинную, для пришивания оставляем. Вот эта вот часть основная у нас готова. Вот справа у меня аппликация, она немножко выполнена в другом цвете. Это у меня будет вот такой вот олень. Если вы хотите такого оленя, вот у меня их 2 аппликации. В принципе, вот сейчас вяжутся они одинаково, просто будет немножко другое оформление. Такой вот дурашливый мультяшный олень с такими выпученными глазками. И этот. Отличие у них вот носики. Поэтому, если вы будете вязать такого оленя, понадобится носик на безопасном креплении. В общем, вот смотрите, этого оленя я немножко, пряжа та же самая, я ее начесала. Поэтому сейчас я начешу вот эту вот деталь. Ушки слегка начешу, а вот рожки я вообще начесывать не буду, чтобы они у меня гладенькие вот такие вот оставались. Сейчас я начешу вот эту деталь и потом буду уже показывать вам, как делать глазки. Почему начесываю сейчас? Потому что можно очень легко оцарапать глазки и носик. Поэтому до того, как мы будем приделывать детали какие-то, нужно сначала работу все-таки начесать. Теперь я смотрю, чтобы у меня носик был симметрично. Точно так же, как на этой.
вкалываю. Носик на безопасном креплении у меня. Его надо зафиксировать. И для глазок, для этой аппликации, у меня вот такие вот пуговки. Если у вас глазки на безопасном креплении, значит пришивать не нужно, просто вставляем глаза и защелкиваем на замочке. Мне придется это дело пришить. Это вот аппликация, которая у нас будет без век. Теперь вот делаем аппликацию вот такую вот с сумасшедшими глазами. Покажу, как вот это вот вяжется эта штука, а потом покажу, как вшиваются уже варежки аппликации. Продолжаю вязать вот эту аппликацию. Вот эту. Нам нужно связать веки и глазки. Пряжи основного цвета. Цепочку вяжем из 7 воздушных петель. Прокладываем маркировочную ниточку и начинаем вязать во вторую от крючка 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3 в одну. По цепочке 4 столбика. В крайнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 в одну. По другой стороне, по обратной цепочке провязываем 4 столбика. Следующий ряд 3 прибавки. В каждую из 3 петель провязываем по 2 столбика. 4 столбика. Три прибавки и 4 столбика. Третий ряд. Прибавка столбик, повторить 3 раза. 4 столбика. Столбик, прибавка, повторить 3 раза. 4 столбика. У нас сейчас в кругу 26 петель, и нужно провязать 3 ряда, 4, 5 и 6 по 26 столбиков в каждом ряду. Вяжем 3 ряда без изменений. Делаем соединительный столбик, вытаскиваем ниточку. Для пришивания нам понадобится нить подлиннее и обрезаем. Такая деталь. Теперь будем делать глаза. Светлой пряжей будем делать белочки в кольцо амигуруми 6 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку, и глазки я буду делать наизнанку, то есть работа у меня будет идти от себя. Там меньше рельеф, мне так больше нравится. Второй ряд делаем 6 прибавок, в каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий и четвертый ряды надо провязать по 12 столбиков без изменений. Теперь я возьму глаз, у меня вот он на безопасном креплении, и я не буду его вставлять в серединку, я его вот сюда в краешку вставлю. Потому что я хочу, чтобы глаза у меня были вот такие вот, в разные стороны. Защелкну.
У меня 5-й ряд, надо сделать 6 убавок. Но кроме этого, надо еще в глаз запихать наполнителя. Поэтому я сделаю 3 убавки. Заполню глаз наполнителем. Потом еще сделаю 3 убавки. Петли стяну и ниточку обрежу. Получились вот такие глазки. Неровные. Катаются еще. Теперь их нужно уложить в веки и подшить по кругу. Укладываем, как вам нравится. Допустим, я хочу, чтобы они были у меня неровные, немножко вверх смотрели. И подшиваем по кругу вот здесь вот за крайний ряд, прихватывая веко и белок от глазика. Подшила по кругу, пришла вот к своей исходной точке, и теперь я глазки вот здесь еще стяну. Вот так вот прихватывая между петли, между глазками. Вот, сделаю пару стежков. Теперь заведу нить туда вот подальше. Сделаю здесь узелок. И надо будет эти глаза пришить, ну, куда им положено. К мордочке. Примеряю и пришиваю уже по кругу теперь к самой мордочке, голове. Вот такие вот у меня пучеглазые олени получились. Носик я заполнила наполнителем, пока вовнутрь головы наполнитель не ложила. И вот такой у меня олень, который с носиком. Его тоже нужно носик заполнить наполнителем. И сейчас я покажу, как я вшиваю варежку, пришиваю аппликацию. Здесь тоже есть некоторые свои такие тонкости. Вот у меня есть готовая варежка. И вот у меня есть гель для душа. Вполне подходит вот сюда, чтобы вставить. Буду использовать как колодку. Варежку предварительно я начесала. Теперь прикладываю аппликацию. Напомнила, что носик у меня заполнен наполнителем. И прикалываю ее иголочками. Смотрю, чтобы была по центру. И прихватываю. Теперь ниточка, которая у меня осталась для пришивания, я вставляю ее в иголку. И буду по кругу пришивать варежки стежками к аппликации. Но пришивать буду не до конца. Здесь подошью, а вот здесь, где у меня рожки, я оставлю, потому что голову тоже надо будет заполнить наполнителем. То есть между рожками я место оставляю. Вот я дошила до места между рожек. Теперь я иголочки эти все убираю. И нужно голову тоже заполнить наполнителем. Но сильно прям заполнять так вот, чтобы она очень выпуклая была, не надо, потому что некрасиво это смотрится. Заполняем наполнителем, здесь вот равномерно распределяя по этой головушке.
заполнила, чтобы не сильно он прям у меня был такой торчащий. Хотя смотрите, как вам нравится. И теперь уже подошью все до конца. Теперь все-таки это варежки, придется их часто стирать. И вот чтобы после стирки наполнитель никуда-то у нас не сполз, нужно вот так по кругу уже прошить вот эту вот сначала часть мордочки. Вот эту вот выпуклую. Это я сейчас вот так сюда заверну. И прям на прокол по кругу подошью, прокалывая варежку, прокалывая все части. Оставляю здесь вот длинную ниточку, чтобы потом мне ее завязать надо будет. И вот так вот прошиваю. Ну, здесь уже все понятно, я камеру выключу и подошью. Подшила мосечку, но здесь-то у нас тоже в голове наполнитель, и тоже он может убежать. Поэтому я сейчас вышью бровки, вот такие вот, здесь. Сначала зафиксирую в уголочке на узелок ниточку. И теперь также на прокол и бровки вышью. И соединю этот вот наполнитель, который внутри у меня, вместе с варежкой. Там вот у меня, прихватывая саму варежку, сделаю несколько стежков. Она, получается, дополнительную нагрузку несет у нас, не даст наполнителю во время стирки никуда убежать. Ну и, конечно, надо понимать, что такие вещи в машинке стирать не надо. Сильно выкручивать при отжимании тоже не нужно, потому что может деформироваться материал и будет что попало. В кипятке стирать тоже не рекомендую. Все испортите. Одну сторону сделаю сейчас здесь узелочек. Проведу к другой стороне, к другому глазику. Сделаю узелочек здесь, чтобы у меня сейчас работу не тянуло. И также, прихватывая варежку, прошью бровки на другом глазике. Ниточку зафиксирую и туда между варежкой и аппликацией спрячу кончик. Теперь, чтобы рожки у меня не болтались, я их вот так соединю иголочкой с ниточкой, сделаю пару стежков. И стежочком подошью сюда. Конечно, по-хорошему надо сначала надеть варежку и посмотреть, чтобы сильно, потом, когда руку придется согнуть, чтобы сильно не тянуло, чтобы были свободненько рожки. Вот если я сгинаю ее, вот так положила, и вот сюда подошью. Просто сделать пару стежков. Так. Теперь я уже знаю, где варежку снимаю, и сделаю еще стежочек.
И вышью вот такую вот улыбочку. Теперь кривая улыбочка. Конечно, постараюсь, чтобы у меня это было симметрично. Ну, думаю, что не получится. Потому что из меня швея и шута, вы помните, я так и не научилась шить и вышивать. Но я стараюсь. Вот так. И сделаю несколько стежков. Потом просто ниточку эту спрячу. Варежку я украсила вышивкой. Можно украсить, есть вот такие вот у меня пуговки. Всякие разные красивые новогодние. Со звездочками. Можно вот пришить какие-то такие штучки. Бисер. Ну или что-то то, что вам больше нравится. Вот такие вот тепленькие, уютные варежки у меня получились. Показывайте, что получается у вас. Присылайте свои фотографии. Пока-пока. До новых встреч.